Сейчас мы находимся внутри танка. Я на месте наводчика. Сюда я забрался, как обычно, через люк командира и пересел вперед. Как видите, тут не очень много места, как и во многих танках того времени. Одна из главных особенностей — это отсутствие подбашенной корзины. Этот танк был модифицирован после войны. У наводчика есть упор для ног. Без него я бы стоял на полу, и мне бы приходилось все время переступать вправо или влево, чтобы ноги никуда не попали, особенно при вращении башни. Это было бы очень неудобно. С поворотом башни все довольно просто. Можно выбрать ручной или электрический привод. Это контроллер электрического привода. На нем также расположен спусковой крючок для спаренного пулемета калибра 7,62. А вот здесь ручное управление. Нужно нажать на отпуск тормоза и крутить рукоятку вправо или влево. Рукоятка задевает ящики для инструментов. Это переключатель механизмов поворота башни. Сейчас выставлен ручной режим. Если передвинуть переключатель на самый верх, ручной привод отключится, и теперь все на электрике. Вертикальной наводкой управлять чуть сложнее, так как на М24 установлен гироскопический стабилизатор. Обычно для ручного наведения используется стандартная рукоятка. Здесь же мы видим выключатель стабилизатора, под которым находится рычаг переключателя механизма наведения. Если я силой нажму на него, то он физически отключит приводы орудия. Орудие будет свободно двигаться и, скорее всего, опустится вперед. Теперь, при наличии достаточного давления в гидравлической системе стабилизации, наведение орудия контролируется электрически с помощью той же рукоятки. Но усилие передается через гидравлику. Для настройки стабилизатора есть два реостата. Один для общей стабилизации, второй для отдачи. Если поднять орудие вверх до упора, вы увидите панель управления орудием. Здесь два реостата. Обычная стабилизация. Нужно найти цель на расстоянии, включить стабилизатор, двигаться в сторону цели и регулировать стабилизатор таким образом, чтобы при движении по пересеченной местности орудие оставалось наведенным на цель. Стабилизацию отдачи орудия можно настроить, только начав вести огонь. Стандартно реостат устанавливался на значение 5. И после каждого выстрела нужно смотреть, насколько далеко орудие ушло с линии прицеливания, а дальше регулировать значение методом проб и ошибок. Электрический спусковой механизм орудия находится на рукоятке подъемного механизма. Есть и альтернативный спусковой механизм. Нужно просто ударить по красной кнопке. Это ручной спусковой механизм. Для наведения используются два прицела. Один прицел перископический, второй телескопический. Это обычный некратный перископ. На другие машины также устанавливались перископы с разметкой орудийного прицела. Такие перископы сочетали функции некратного и шестикратного перископа. В некратном режиме можно было поражать цели на дистанции до 1 километра, а с помощью шестикратного прицела до 3 километров 800 метров. Телескопический прицел справа был либо моделью М71К с пятикратным увеличением, либо М83Ф с переменной кратностью 4 или 8. Это прицел модели М71. Вернемся на место командира. У командирского кресла интересная конструкция. Сейчас оно в походном положении, так что если при маршах нужно высунуть голову из люка, можно просто сесть сюда. Кресло откидывается вперед и становится самым обычным сиденьем. Сейчас оно очень высоко. Нужно потянуть за этот маленький рычаг и отрегулировать сиденье по высоте. И, как вы можете видеть, для обзора у командира есть 6 смотровых щелей. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
4, 5, 6. У командира был либо некратный перископ, либо более поздний бинокулярный прицел М15А1 с семикратным увеличением. Очень полезная вещь для определения дальности падения снарядов. Сзади установлены радиостанции. Устанавливались две модели радиостанции — SRC и VRC-3. Антенна VRC-3 находилась на передней правой части башни, а антенна SRC — на задней левой. Давайте выберемся наружу. Люк открывается очень просто. Поднимаем. Фиксатор должен защелкнуться. Давайте проверим. Защелка должна быть очень надежной, иначе на пересеченной местности люк может слететь и ударить вас по голове. Люки с менее удачными конструкциями могли еще и пальцы отрубить. К счастью, защелка выглядит достаточно крепко. Наверное, самая веселая игрушка командира — пулемет калибра 12,7 мм, известный как «Мадюс». Как говорится, когда говорит «Мадюс», остальные слушают. Он находится на правой задней стороне башни. Сложно представить себе место для стрельбы по пехоте противника хуже, чем это. Но стрелять вправо и назад, конечно, можно. Но в чем смысл, когда есть 75-миллиметровое орудие и спаренный пулемет калибра 7,62? Теоретически его можно использовать в качестве зенитного. Ну и для поднятия боевого духа. Как и на многих танках, на полях битвы «Мадюс» обычно переносили вперед, ближе к центру башни. Мы вернулись в башню. Тут тесновато, но во всяком случае более просторно, чем в некоторых других танках. Как вы видите, полок для снарядов нет. Готовых боеприпасов нет вообще, насколько я вижу. Все снаряды хранятся в мокрой боеукладке под полом боевого отделения. К 1951 году мокрую боеукладку перестали использовать. В инструкции не указано почему, просто написано «Использование прекращено». Итак, если вы хотите зарядить снаряд, нужно поднять крышку. Под полом находится 8 снарядов. Убираем защелку, берем снаряд. Если есть взрыватель, устанавливаем его сразу же, и потом помещаем снаряд в казённик. Закрываем отсек со снарядами, чтобы не упасть. Теперь веселая часть. Моя рука в диаметре больше 75 мм, так что надо быть осторожным, вставляя снаряд. У людей поменьше это должно проще получаться, но мне мои пальцы еще пригодятся. Ну, поехали. Нужно одним движением полностью загнать снаряд и убрать руку. Получилось! Ладно. Итак, затвор защелкнулся. Система готова к ведению огня. И если теперь нажать на ручной спуск, тогда ударник... поправка. Что, по идее, должно случиться? Я нажму на ручной спуск, спусковой крючок уйдет вперед и отпустит этот рычаг, который уже свободен, потому что я снял предохранитель. Ударим по кнопке спуска, и произойдет выстрел. Итак, попробуем. Выстрел. Все просто. При каких-либо проблемах с выстрелом можно заново взвести орудие. Просто отводим рычаг, возвращаем его в боевое положение и пробуем еще раз. Чтобы извлечь снаряд, используем рукоять казенной части орудия. Она устанавливается сверху казенника. Просто крутим ее вперед. Проверяем, чтобы все было зафиксировано. Снимаем рукоять и возвращаем ее на место. Теперь достаем снаряд. Достаем снаряд. Вот так. И готово. Последнее, что стоит отметить на месте заряжающего — спаренный пулемет. Обычно это был Браунинг М1919. Здесь электрический спусковой механизм, но в случае отказа электрики можно было вручную
нажать на спусковой крючок. А в ожидании третьей части попробуйте найти верные ответы на вопросы, которые вы видите на экране. Самые подкованные и удачливые не останутся без заслуженной награды. И не забудьте посмотреть первую часть, если пропустили. Или откройте плейлист и узнайте, в каких танках мы еще побывали.